Эй, здорово, ковбои, ганфайтеры и прочие обыватели Фронтира. С вами Order Project, и это новое видео в нашей модной рубрике, где я создаю костюмы для вашего женского персонажа. Ну а вот эти вот классные ребята попадают в сегодняшний видос. Хотите попасть в следующий? Оставляйте свои комментарии. Также, если вам нравится эта рубрика и вы хотите продолжение, то делитесь видео с друзьями, там у себя в соцсети делайте репосты и так далее, и так далее. Если я что-то произношу неправильно, оговариваюсь и тому подобное, то тоже напишите в комментарии, чтобы я об этом знал. Ну а мы погнали, собственно. Сегодня я подберу для вас костюмы ганфайтеров, как вы могли понять уже из названия данного видеоролика. Ну а в качестве первого костюма дам вам наипростейший пример. Это типичный костюм ганфайтера. На самом деле ганфайтер это тот, кто использует оружие. Поэтому для данного костюма я использовал спортивные сапоги. Опять-таки я их часто использую в своей одежде. Далее мы выбираем штаны Кабрера. Вот такие вот зеленоватого оттенка. Если неправильно определяю цвета, то тоже напишите в комментариях. Также одел пояс, у кого есть, можете одеть пояс, у кого нет, можете и без пояса, это ваше дело. Снаряжение для оружия выбирайте, какое вам надо, можете патронташи одевать. В общем, костюм ганфайтера на самом деле не имеет какой-то определенной специфики. Это главное вот костюм того, кто идет стреляться, устраивать махич там с пушками и так далее, охраняет ранчо. Охранник, это тоже ганфайтер. Наемники, ганфайтеры. По сути, все на Диком Западе могут быть ганфайтерами, но могут быть не ганфайтерами. То есть ковбои не обязательно ганфайтеры. Ковбои это пастухи. А ганфайтеры это у них всегда есть оружие, у них всегда есть револьверы. И очень часто путают ганфайтеров с ковбоями. Поэтому не надо так. В общем, одевайте банданы, шляпы, какие вам нравятся, рубашки, подтяжки. Все на ваше усмотрение. Первый костюм тут наипростейший, я показываю именно что одето на данном костюме, но это уже ваше дело. Ну, а вот это по сути и есть наш первый костюм. Головной убор для него мы выбираем шляпу Трилби черного цвета. После того, как выбрали шляпу, вы можете любую какую-нибудь другую черную на ваше усмотрение выбрать. Идем в раздел банданы и там выбираем, к примеру, бандана с отделкой черного цвета или любую другую черную бандану на ваше усмотрение. Желательно для этого костюма все черное. Далее идем в верхнюю одежду и там выбираем осеннюю куртку Хартел. Смотрится довольно-таки неплохо, но можете опять-таки подобрать любую другую черную куртку. Затем идем в жилеты и выбираем жилет с узором черного цвета. Мне кажется, он прям смотрится так сочненько. Идем потом в рубашки, тут опять-таки выбираем любую черную рубашку. Я одел блузу из стель, не стал заморачиваться с поиском черной рубашки. Ну а одев, собственно, черный верх, у нас уже костюм готов. Идем, ищем черные перчатки. Я выбрал перчатки стрелка. Они наиболее лучше подходят, так как все-таки ганфайтер это кто? Правильно, стрелок. Молодцы, ребята. Далее идем в штаны и выбираем черные штаны бандита. Смотрятся они весьма очень даже хорошо. Ну и идем в обувь и выбираем спортивные сапоги черного цвета. Или можете одеть там, допустим, гордость проповедника черного цвета. В общем, любые черные сапоги, которые вам нравятся. Мне нравятся спортивные сапоги. Ну а теперь переходим к следующему костюму. Здесь у нас такой модный, такой дорогой ганфайтер. В качестве головного убора я выбрал шляпу-котелок. Котелки тогда были весьма в моде. Их чаще всего носили не ковбойские шляпы, а именно котелки. В банданах я выбрал бандану с узором красного цвета, потому что мне показалось это довольно-таки прикольно, довольно-таки вызывающе. Верхнюю одежду я решил не одевать, но можете одеть на свое усмотрение. В рубашках я выбрал блузу Иньеста желтого цвета. Ну а черный пояс, собственно, у нас скроет подходящий, как по мне, жилет для нашего такого дорогого костюма. Я не помню, жилет за баксы или за голду, поэтому не буду вам врать. Жилет называется двуборотный жилет с отворотом. Ну а далее мы переходим, собственно, в перчатки. И тут опять-таки выбираем перчатки стрелка. Так как я уже говорил, ганфайтер это прежде всего стрелок. Ну а
Там еще бывают охранники, но охранники они же тоже стрелки. В штанах мы выбираем клепанные штаны, вот такие вот черные в клеточку. Затем мы переходим в раздел обувь и выбираем спортивные сапоги черного цвета. Ну а также одеваем патронтаж, про который я уже забыл сказать. Ну а следующий костюм у нас такой а-ля Grove Street. И в головных уборах мы выбираем с вами, собственно, шляпу Трилби, такую розовенькую. Просто прикольно смотрится. Мне больше подходит. Но можете выбрать какую-нибудь зеленую шляпу, так как все-таки это Grove Street, улица Рощ, там навсегда. Бандану, соответственно, выбираем зелененькую. Кстати, если не сложно, напишите, за какую банду вы. Было бы интересно узнать. Все же наверняка играли в Сан Андреас. Ну или, по крайней мере, в GTA 5. В верхней одежде мы с вами выбираем пиджак сандавал зеленого цвета. Стоит он, если что, 10 голды, но иногда бывают скидки, и я лично брал за 7 голды. В рубашках выбираем классную такую зеленую рубашку, блузу у Инфорд в клеточку. Мне кажется, прикольно смотрится, классно так, стильно, модно, молодежно. Можем добавить подтяжки, можете не добавлять подтяжки, их не так сильно заметно. Можете добавить пояс, если есть, ну если вы old и у вас есть первый абонемент. А можете быть без пояса, это на ваше усмотрение. Точнее, не только на усмотрение, а на ваши возможности. Но я вот, если что, одевал по мочи Крачфилд, но я, как уже говорил, можете одеть подтяжки, можете нет. Там кольца, все это на ваше усмотрение, перчатки тоже. Штаны я выбрал штаны Камбрера белого цвета. Сейчас я вам, собственно, покажу их. Так, вот они. Вот такие вот у меня штаны Камбрера. Ну а в обувь тут уже из заграничной серии. То есть вы ее можете не найти, можете одеть, собственно, опять-таки спортивные сапоги или еще какие-нибудь другие. Но у меня в данном случае ботинки на шнурках, вот такие вот черненькие с белыми шнурочками. Ну а следующий у нас, собственно, костюм балласов, да. Если вы за балласов, то вот вам костюм, головной убор, высокий котелок, вот такой вот бордовый. Бандана, соответственно, фиолетовая с узором. Верхняя одежда здесь уже необходима. И у меня это, если я не ошибаюсь, пальто стрелка. Ну, сейчас проверим. Да, пальто стрелка в клеточку такой вот фиолетенькое. Классно смотрится. Далее мы переходим в раздел рубашки и выбираем там блузу с рюшами, тоже опять-таки фиолетовенькую. Но если у вас есть другая сочная фиолетовая рубашка или вам не хочется тратиться на новую, то, соответственно, выбирайте. Соответственно, да, извините, опять запнулся. Жилеты. Жилет Ричфилд. Вот он, возможно, за голду, а тот двуоборотный жилет за доллары. Вот я честно не помню, но какой-то из них точно за голду. После этого всего мы переходим, если надо, в перчатки, если не надо, не переходите. А штаны у меня где-то городские штаны с манжетами. Вот такие вот фиолетовые в клеточку. Ну и сапоги, как вы уже смогли догадаться, спортивные. Просто потому что, ну, мне нравятся спортивные сапоги в этой игре. Смотрятся они довольно-таки неплохо. Ну а следующий у нас костюм прям вот типичный такой ганфайтер, которого чаще всего как раз таки и путают с ковбоями. Головной убор у меня в данный момент шляпа Барель коричневого цвета. Мне нравится, как она смотрится. Напишите, нравится вам или нет. Я вот часто заметил, вас призываю. Бандана с узором вот такая вот красная, тусклая. Я не знаю, вроде красный цвет. Верхняя одежда, по-моему, это куртка из заграничной серии, даже, возможно, не по-моему, а так и есть. Это куртка из заграничной серии, куртка Портер, коричневого цвета. Ну, собственно, можете одеть какую-нибудь другую коричневую куртку или черную, на ваше усмотрение. Затем переходим в раздел рубашки, и, если не ошибаюсь, это повседневная блуза белого цвета, да. Собственно, это она, но можете одеть какую-нибудь, попробовать другую рубашку. Я одел белую, потому что, мне кажется, прикольно смотрится. Можете патронтаж, конечно, добавить, но я думаю, он лишний для такого костюма. Облегающие штаны синего цвета одеты здесь, если что. А в качестве сапогов здесь поношенные ковбойские сапоги коричневого цвета. Ну а дальше на ваше усмотрение добавляйте шпоры. Надо вам или нет, но я считаю, для данного костюма было бы неплохо, потому что чем-то внешне похоже на ковбойский костюм, но это был ганфайтер. Ну а теперь прям лютый ганфайтер, прям такой красненький, такой сочный, прям мощный, такой профессионал.
Одета тут черно-красная полковая шляпа. Собственно, это прям боец такой, лютый, профессионал. Аксессуары для глаз, очки воздухоплавателя. Раньше был, кстати, классный баг, можно было одеть бандану, сейчас помню название, посмотрю, с отделкой, и выглядел вообще сочно. Но сейчас не работает, поэтому я одел бандану с узором красненькую. Возможно, конечно, работает, но у меня что-то не сработал. Далее заходим в верхнюю одежду и выбираем пальто Дарем. Или Дарем, не знаю, честно, не знаю. Потом заходим в рубашки, одеваем абсолютно любую, которая вам нравится. Я делал кружевную блузу прямо сейчас. Ну, можете одеть там повседневную блузу, любую, короче, рубашку. Можете одеть красного цвета, можете одеть другого. Не сильно видно, честно скажу, не сильно видно и заметно. Но затем переходим в перчаточки. И там опять-таки я не стал запариваться и выбрал перчатки стрелка, но можете одеть абсолютно другие перчатки, какие вам больше всего нравятся. Ну, дальше там все это по стандарту, снаряжение для оружия, там 2 кобуры, это все уже по классике. Штаны из ограниченной серии, это штаны Кончи. Вот такие вот черненькие штаны с красными по бокам узорами. В качестве обуви я выбрал сапоги, сейчас скажу вам, сапоги Blackburn. Вот такие черно-красные, возможно, они из ограниченной серии, вот не помню. Ну и шпоры на ваше усмотрение. Я надеюсь, Rockstar все-таки почаще будут менять одежду из ограниченной серии, а то уже 3 дня один и тот же корсет, и это как-то, ну, скучно. Но, возможно, вы уже 100% купили там все цвета, которые вам были нужны, и вам больше не придется ждать, когда добавят в игру корсеты. Ну, надеюсь, данный ролик вам понравился, данная подборка помогла вам, и я выполнил свою миссию на ура. Как я уже пытался вам намекнуть, костюмы ганфайтера — тут абсолютно любая одежда в Red Dead Online, которую вы носите, и при этом вы же носите оружие, значит, вы уже по умолчанию ганфайтеры. Ваши персонажи по умолчанию в данной игре ганфайтеры. Ну, плюс есть еще какие-то роли, там, торговца, охотника за головами, коллекционера, самогонщика и натуралиста. То есть, вот, и по умолчанию считайте, что у вас такая роль, которую как бы в игре нет, но у вас такая роль ганфайтера. Но на этом, к сожалению, я с вами прощаюсь, хотя это интернет, скоро увидимся. Поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте там все уведомления, делитесь видео с друзьями, если уже забыли. И вот, собственно, поделитесь вот прямо сейчас. Молодцы, кто это сделал. Всем до скорых встреч, ребятушки. Всем пока-пока.